Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак, и сегодня на обзоре у нас новинка лазерный 3D уровень от компании Mosky. Модель называется Mosky 3D FC185S. Пришел очень быстро, в районе 5 дней, компании SDEC. Поставлялся, видимо, с российского склада. Запакован был очень хорошо, в дополнительную коробку, пупырчатую пленку и еще пакет. Так, друзья, вот приходит в такой комплектации. Комплектация, как видите, идентична лазерного уровня Fireco 3D, либо есть такой же уровень Fukuda 3D. То есть в комплекте инструкция на английском языке, ремешок от сумки, сама сумочка мягкая и поворотное основание. Давайте сразу обратим внимание на глобальное отличие лазерного уровня Mosky 3D от того же Fireco или Fukuda 3D. Да, кстати, Mosky 3D по цене стоит даже чуть-чуть дешевле, в районе 6200 рублей. Но у Mosky 3D есть глобальное отличие. То есть по корпусу мы видим, что они практически одинаковые, собраны, видимо, на одном заводе. Но, друзья, здесь у нас уже 3 кнопки, в отличие от Fireco и Fukuda, где одна кнопка. Потом дальше из различий, если видите, то башни крепятся здесь на 4 болтика, а здесь башни встроенные. Также можем видеть отличия по контуру резины. У Mosky, конечно, она более топорно сделана, у Fireco 3D более изящно. Ну и цветовая гамма, конечно, черный и желтый смотрится намного выгоднее, чем серый и красный. Самое интересное, на мой взгляд, это наличие micro-USB порта для работы от сети. Сам корпус выполнен очень качественно, снизу латунная резьба 1/4 дюйма, такой же батарейный отсек на 4 батарейки. Ну, в общем, видно, друзья, что корпус идентичен по большому счету и сделан также очень качественно. Поэтому, на первый взгляд, очень интересный вариант. Так, ну давайте ставим батарейки и посмотрим, как он работает. Так, друзья, при включении тумблера сразу загорается горизонтальная плоскость. Вы ее можете отключить клавишей H, либо снова включить. Клавишей V переключается в вертикали по отдельности. Либо одна вертикаль, либо две вертикали, либо вторая боковая вертикаль отдельно. То есть, по сути, все плоскости можно также переключить отдельно, как у Fireco 3D. Но, допустим, если вы снова включили прибор, отключили горизонт и хотите включить вертикаль, то при первом нажатии почему-то загорается сначала горизонтальная плоскость, хотя кнопка с буквой V отвечает за вертикали. И только при следующем нажатии включается первая вертикаль, но горизонт продолжает гореть. При следующем нажатии загорается вторая вертикаль, горизонт также продолжает гореть. При следующем нажатии загорается одна боковая вертикаль, но горизонт также продолжает гореть. То есть горизонт отключается только клавишей H, красной кнопкой. То есть в любом случае, при любом моменте вы отключаете горизонт только красной кнопкой. Синяя кнопка D включает режим работы с приемником, и линии при этом начинают гореть чуть тусклее. Вот видите, на порядок тусклее линии стали, то есть это режим работы с приемником. Да, друзья, работы с заблокированным компенсатором при вставленных батарейках у него, к сожалению, нет. Допустим, как у того же Fireco 3D. Вы там зажали кнопку на несколько секунд при заблокированном компенсаторе, и у вас включился режим работы под наклоном. Здесь такого нету. Никакая кнопка на зажатие не срабатывает. То есть по факту функции работы под наклоном у него нет. Но есть такая фишка, если его подключить от сети, то сразу загорится горизонт с заблокированным компенсатором. Давайте включим и посмотрим. Так, друзья, вот я взял обычный провод, USB и micro-USB, и обычную вилку старую от Nokia 5-вольтовую. Я думаю, что такие вилки есть у каждого. То есть вот, друзья, я включил прибор от розетки, компенсатор заблокирован и сразу загорается горизонт. То есть получается сейчас работа с заблокированным компенсатором, можно размечать что-то под углом. Но линия при этом мигает где-то раз в секунду. Но тем не менее разметить что-то под наклоном вполне можно. И также можете переключать по отдельности, как вам нужно, либо вертикаль, либо горизонт. То есть алгоритм включения абсолютно такой же, как при вставленных батарейках. Ну и также включаете тумблер и просто уже работаете с автовыравниванием. Но уже работаете от сети. Согласитесь, это очень удобно. Да, друзья, хочу заметить, что сейчас в приборе стоят батарейки. Поэтому можно смело работать от сети со вставленными батарейками. Вот видите, я отключил от сети, и он продолжает работать. Компенсатор при включении либо перемене положения устанавливается где-то в районе 5 секунд. Кстати, это чуть подольше, чем у того же Fireco. Да, еще такое отличие: при наклоне здесь нет звуковой сигнализации, здесь просто мигают линии. Не знаю, для кого-то это будет плюс, для кого-то минус. Так, друзья, предлагаю сейчас проверить толщину его лазерной линии на разных расстояниях и сравнить ее с линией от Fireco 3D. Давайте проверим на 1 метре, 5 метрах и 15 метрах. И посмотрим, как они будут отличаться. Так, вот два наших экземпляра. Давайте смотреть на 1 метре.
Так, друзья, вот наши две линии. Снизу идет линия Fireco, сверху идет линия Mosky 3D FC185S. По яркости линии одинаковые, а вот по толщине Mosky 3D выигрывает Fireco. У него линия в районе 1 мм. У Fireco 3D снизу где-то 1,5 мм. Теперь давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах линия Mosky 3D идет сверху, Fireco 3D снизу. Видно, что по толщине линии одинаковые, по районе 2 мм, даже чуть поменьше. Но по яркости Mosky 3D выглядит чуть тусклее. И давайте теперь посмотрим, как будет обстоять дела на 15 метрах. Так, друзья, и на 15 метрах ситуация такая. Mosky сверху становится чуть ярче, чем линия Fireco. И хочу отметить, что она даже чуть потоньше. То есть у Fireco где-то в районе 4 мм, у Mosky чуть меньше 4 мм. То есть отличный результат. В общем, друзья, по факту оказался очень классный прибор. Единственное, что я заметил, тумблер у Fireco 3D при частом включении прям намного удобнее, чем у лазерного уровня Mosky 3D. Здесь тумблер не такой удобный. Друзья, на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем добра, всем удачи. Пока-пока.